Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Как в сказке «Колобок». По амбару помети, по сусекам поскреби, вот и наберется. Вот и я наскребла. Кошка скребет, на свой хребет. Нашла кусочки натурального меха. Это остатки от мутоновой шубы. Узкие, непонятные окраски, с дырками, отверстиями от застежек. Но попробуем из них что-нибудь придумать. Для начала соберем максимально большое полотно. Полоски будем сшивать вместе длинными сторонами. На швейной машинке установим шов зигзаг. Иголку возьмем специальную для кожи. Мех по краю заправим внутрь. И не торопясь, потихоньку прокладываем строчку. Немного помогаем швейной машинке, подтягиваем мех. Мы не профессиональные скорняки, но два кусочка меха уж как-нибудь соединим. В принципе, неплохо получилось. Специально показываю, как режу мех. Беру маленькие ножницы с узкими лезвиями. Кончики ножниц завожу под мех, близко к основе. Потихоньку режу основу. Меховую часть вообще никак не касаюсь. Срез получается чистый и аккуратный. Таким же способом пришиваем следующие полоски. Если не хватает длины, то ее можно увеличить, надставить другими маленькими кусочками. На удивление, получился кусок довольно приличного размера. Но нам надо его расправить, немного растянуть. Самый простой способ – с изнанки сбрызнуть водой. Распределить равномерно и слегка растянуть. При необходимости смочить еще раз. В воду можно добавить немного глицерина и оставить до высыхания в расправленном виде. Размер получился 28 на 40 сантиметров. Вполне приличный для дальнейшей работы. Все швы лежат ровно. Для последующей работы нам понадобится ткани. Кусок плотной ткани для основы. Поверх нее уложим меховую часть. И еще несколько кусков. Здесь подбираем на свой вкус. И не обязательно, чтобы это были большие куски тканей. Можно собирать и из маленьких. Самое главное, чтобы ткани были сыпучие. И укладывать их надо строго по долевой. У меня 4 слоя ткани поверх меха. На самом верхнем куске можно нарисовать линии швов строго под углом 45 градусов. Расстояние между строчками 1,5 сантиметра. Ткани на 2-3 сантиметра со всех сторон больше меховой части. Закалываем по краям булавочками. Соединение получается довольно толстенькое, но на бытовой швейной машинке все-таки его можно прошить. Шьем не торопясь, машинке помогаем, ткани подтягиваем. Нитки надо брать крепкие.
Отшитую заготовку промеряем и отрезаем края. Здесь надо ориентироваться на внутреннюю меховую часть. От нее оставляем примерно 2-3 сантиметра ткани на запас. Следующий этап нашей работы – обработаем края бейкой, полоской ткани шириной 4 сантиметра. А уже после этого займемся самым интересным и сложным делом. Будем резать. Резать будем только верхние слои тканей. Мех не затрагиваем. На помощь придут и распарыватель, и маленькие ножницы. Небольшая подсказка. Делаем небольшой разрез, а потом уже можно работать и большими портновскими ножницами. Не старайтесь все ткани разрезать сразу. Режьте по 1-2 слоя. Когда разрезаны все слои, берем в руки жесткую щетку и с ее помощью распушаем открытые срезы. Вы же помните, что у нас срезы проходили под углом 45 градусов. Ткани у нас сыпучие. И получается очень интересный искусственный мех поверх натурального. Так и хочется сказать. Натуральный мексиканский тушкан. Хотя нет, нас нагло обманули. Это не мексиканский тушкан. Это гораздо более ценный мех. И встает вопрос, что же из такой красоты сделать? Конечно же, сумочку. Выкройка самая простая. Сложим все конвертиком. Края зашьем иголкой с ниткой. Вставим в швы петельки. Застежку сделаем на пуговицу. А ручку можно взять готовую, съемную с другой сумки. Каждый раз, когда начинаю шить, сама не представляю, что может получиться в итоге. Но вот кто же мог подумать, что те невзрачные обрезки меха могут стать основой прелестной сумочки. Синель на меху скрыла все недостатки меховой основы. А недостатки сыпучих тканей, они стали главной изюминкой. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Присоединяйтесь к моим группам ВКонтакте, Одноклассниках и на Дзене. Жду вас всех на Бусти. Там сейчас все самые лучшие и свежие мастер-классы в хорошем качестве и без рекламы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!